Зеленский и Макрон ставят ультиматум Путину. Перемирие между Украиной и Россией запланировано на ближайшие дни. Пойдет ли Москва на предложение Киева? Путин готов к переговорам с Украиной без предварительных условий. Почему о желаниях Кремля заявляет Китай? Что происходит? Из Бундестага в Кремль немецкий канцлер Мерц готов к переговорам с Москвой, но есть условие. Какое? Трамп заявил об окончании войны, а она вспыхнула с новой силой. Индия и Пакистан поливают друг друга огнем после достижения режима прекращения огня. Опасная дата. Западная пресса массово пишет о готовящейся атаке России. РФ при этом закрывает небо на целые сутки. Для чего? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. НАТО прочесывает Балтику. Стартовала масштабная операция Open Spirit 2025 по разминированию моря. С 9 по 23 мая в территориальных водах Литвы развернулась впечатляющая международная операция. Охота за минами, боеприпасами, которые десятилетиями скрывались на дне Балтийского моря. В рамках миссии в порт Клайпеды уже прибыло 12 боевых кораблей и 14 элитных команд водолазов и подводных роботов из 13 стран НАТО, от Литвы до Канады. Вся эта мощь направлена на обезвреживание угроз, оставшихся со времен двух мировых войн. На дне Балтийского моря по-прежнему находятся тысячи снарядов. Особое внимание на этот раз уделяется также защите ключевой подводной инфраструктуры от возможных диверсий и дестабилизирующих действий в регионе. 20 мая запланирована операция по нейтрализации особо мощного взрывного устройства. Жителям Курской косы рекомендовано быть готовыми. Будет громко. Морская зона вокруг эпицентра взрыва будет полностью перекрыта и под усиленной охраной. Цель того, что мы называем открытым кораблем, показать нашему обществу, как развиваются технологии, как развиваются наши вооруженные силы и как мы фактически готовимся к возможному конфликту. Эти учения или эта операция — это не только операция в мирное время, это также подготовка к реальным миссиям. Война закончена, режим тишины достигнут, США празднуют победу. Трамп торжественно и на весь мир заявил, что благодаря Америке война между Индией и Пакистаном закончена. Цитирую его слова. «После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Поздравляю обе страны с проявлением здравого смысла и большого разума. Благодарю за внимание к этому вопросу». Конец цитаты. Но Нью-Дели и Исламабад разрушили планы Трампа. Спустя всего несколько часов после появления победного поста американского президента в индийской части спорного региона Кашмир снова прогремели взрывы. Об этом сообщил главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Амар Абдулла. Это не прекращение огня. Подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагара сейчас отражают атаку, написал он в соцсетях и поделился видео, на котором, по его словам, видно работу ПВО. По данным индийского издания The Times of India, в городе Нагрота произошло массовое отключение электроэнергии, слышны взрывы. Официальных заявлений от Пакистана о возобновлении боевых действий на момент записи выпуска не поступало. В Кашмирской долине также расположены позиции пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление». Зеленский ставит ультиматум Путину. Перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая. К такому решению пришли по итогам встречи лидеров стран коалиции решительных, которая накануне проходила в украинской столице. Президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск обсудили с Зеленским, как заставить Кремль пойти на прекращение огня. После этой закрытой встречи на связь по телефону вышел Трамп. Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня, как минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России, и мы знаем, что нас в этом поддерживают Соединенные Штаты Америки. Безусловное прекращение огня — это значит без каких-либо условий. Попытка выдвинуть какие-либо условия будет свидетельствовать о намерении затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим — в воздухе,
на море и на суше. Обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с Соединенными Штатами Америки. Это действительно реалистично. Если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, должны быть применены санкции, усиленные санкции против ее энергетического сектора и банковской системы. Макрон решил уточнить, что ультиматум выдвигает не только Зеленский, это коллективное решение, и если Кремль не готов считаться с ним, то новый пакет антироссийских санкций уже готов. Механизм санкций заработает в течение нескольких дней, если Москва не примет условия перемирия с Украиной на 30 дней. Также Макрон уточнил, цитата, «Мы готовы выдвинуть этот пакет санкций в случае любого нарушения прекращения огня». По словам президента Франции, новые ограничения должны быть гораздо жестче по воздействию на российскую экономику. В таком случае они станут сдерживающим фактором. После нашей встречи мы также обсудили с президентом Трампом, что прекращение огня должно быть безоговорочным, чтобы агрессор принял его без условий. И, кроме того, нам ясно, что Россия также пользовалась значительной военной поддержкой со стороны ряда партнеров, которым выразили благодарность 9 мая на параде в Москве. А значит, любые попытки сорвать переговоры путем выдвижения условий — это, по сути, способ затянуть процесс и избежать мира. В Кремле уже отреагировали на совместное заявление коалиции решительных. Такое заявление назвали новым развитием событий и обещали подумать, но есть много нюансов, и окончательного ответа так и не поступило. При этом в Москве заявили, что Россия не боится новых санкций. Путин неоднократно говорил, что он готов к контактам с любыми лидерами в такой степени, которой готовы сами лидеры. Но из Европы мы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на все-таки попытки реанимировать наши отношения. Ничего более. Очень сложно изолировать такую страну, как Россия, потому что она составляет очень большую часть мира. Новость об условиях, которые должен выполнить Путин, долетела уже и до Медведева. Он в присущей ему манере, не на русском, а на английском, решил рассказать, что европейские лидеры могут сделать с планом по урегулированию российско-украинской войны. Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они выпаливают угрозы в адрес России. Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции. Думаете, это умно? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы. Уже за полночь Путин собрал в Кремле российских и западных журналистов. Ожидалась пресс-конференция, но, ссылаясь на позднее время, отвечать на вопросы он не стал. При этом сделал заявление, предлагает Зеленскому возобновить переговоры. На этот раз вновь в Стамбуле, как и в апреле 2022 года. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров. И президент Эрдоган очень многое сделал для их организации. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной. Новый немецкий канцлер Мерц готов к встрече и переговорам с Путиным, но при условии, если этот разговор один на один может привести к прекращению огня в Украине. Мерц, который еще несколько месяцев назад готов был поставить Путину ультиматум, в интервью Bild заявил, что прежде всего нужно посмотреть, что будет после этих выходных. Прекратит ли Россия атаковать Украину? Мерц говорит, если оружие замолчит и будет четко видно, что перемирие соблюдается, тогда можно рассматривать и прямой диалог. Он не исключает такого шага и разговора с Кремлем. Если же Путин даст заднюю и не пойдет на условия, которые будут продиктованы в Москве, Россия должна быть готова принять удар в виде ужесточения санкций, а Украина при этом получит массированную военную помощь. Канцлер Германии уточнил, поездка европейских лидеров в Киев была согласована с Трампом. У нас было, даже для меня неожиданно,
Очень высокое согласие в оценке того, что нам теперь нужно делать вместе. Причина. Мы договорились предложить и потребовать 30-дневное прекращение огня, в течение которого могли бы состояться мирные переговоры. И также четкий сигнал. Если это не удастся, то США ужесточат свои санкции против России. Я отмечаю определенное согласие между Америкой и Европой, а также готовность продолжить переговоры с Европой как единым целым. В то же время спецпосланник американского президента Кит Келлог, комментируя идею 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, написал в соцсети X, процитирую: «Всеобъемлющее воздушное, наземное, морское, инфраструктурное прекращение огня на 30 дней положит начало процессу окончания крупнейшей и самой продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны». Конец цитаты. При этом Келлог напомнил, что Трамп неоднократно призывал стороны немедленно прекратить убийства. В то же время западная пресса пишет о жестких ошибках другого посланника Трампа Уиткофа, того самого, который уже 4 раза приезжал в Москву на переговоры с Путиным. По данным NBC News, Уиткоф нарушил давний протокол. Он не использовал собственного переводчика во время встреч с Путиным, вместо этого полагаясь на переводчиков из Кремля. В комментарии NBC News источник, знакомый с ходом переговоров, отметил: если Путин и переводчик разговаривали друг с другом по-русски, то Уиткоф не понимал, о чем они говорят. По словам двух бывших американских послов, используя кремлевских переводчиков, Уиткоф рисковал упустить некоторые нюансы в словах Путина и не смог бы самостоятельно проверить то, что говорил ему Путин. В пресс-службе Белого дома отрицают подобные обвинения и уверяют, Уиткоф соблюдает все протоколы безопасности. И, похоже, очень скоро спецпосланник Трампа снова отправится к Путину. По данным, опять же, NBC News, Уиткоф должен ознакомить российское руководство с предложениями США и европейцев по войне. Один из западных чиновников сообщил, что американские, европейские и украинские переговорщики составили перечень условий с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня, добавив, что это соответствует требованию Путина о том, что США не поддержат вступление Украины в НАТО. Когда состоится следующая встреча Уиткофа и Путина, телеканал не уточняет, а в Кремле уже заявили, что пока новых контактов не предвидится. Но Путин готов говорить не только с Уиткофом, он уже готов к прямым переговорам с Киевом, причем без предварительных условий. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И. Оказывается, как уточняет Ван И, во время переговоров с Си Цзиньпином Путин заявил о готовности к диалогу о мире. Китайское государственное новостное агентство Синьхуа, ссылаясь на слова главы МИД Китая Ван И, уточняет, далее цитата: «Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения». Конец цитаты. Также в публикации говорится, относительно вопроса украинского кризиса Си Цзиньпин заявил, что Китай приветствует все усилия, которые способствуют миру. Но будет ли мир? Уже не только американское посольство предупреждает о том, что по Киеву может быть нанесен масштабный удар в ближайшие дни. Западная пресса со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США пишет, что Россия закрывает небо над военным полигоном Капустин-Яр в Астраханской области на 12-13 мая. По данным СМИ, именно оттуда ВС РФ в ноябре 2024 года ударили по Украине орешником. Друзья, что вы думаете о всех этих событиях, о всех этих заявлениях? В целом, как вы считаете, пойдет ли Москва на перемирие с 12 мая? Напишите свои варианты в комментариях. И напоследок не о политике. Далее кадры из Испании. В небе над Каталонией появилось токсичное облако хлора. Это произошло после пожара на промышленном предприятии. Власти рекомендовали жителям городка Виланова и Ла-Желтру, это в 50 километрах от Барселоны, не выходить из дому. В изоляции оказались почти 160 тысяч человек. Поезда, которые должны были проезжать через этот район, были задержаны, дороги перекрыты. Министр внутренних дел Каталонии сообщил, что пожар еще не был потушен, но ситуация стабилизировалась, жертв нет. В настоящее время населению разрешили выходить на улицу, но пожарная служба призвала местных жителей сохранять бдительность, поскольку в зависимости от ветра и движения токсичного облака, которое еще не полностью рассеялось, могут быть введены новые ограничения. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.